Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Сегодня я хотела бы поговорить непосредственно об иммиграции, а именно о том, как мы лично решились на иммиграцию, почему мы это сделали, как это происходило и так далее. Здесь будет очень много личных историй. Но также мне кажется, что это видео в первую очередь для тех людей, которые вот сейчас раздумывают о миграции и, возможно, сомневаются, и, возможно, не могут решить, хотят ли они по-настоящему эмигрировать или нет, стоит ли им уезжать оттуда, где они живут. Это очень важный вопрос. Несмотря на то, что я чувствую себя максимально комфортно в эмиграции, и мне кажется, что это было одно из лучших решений в моей жизни — переехать. Но я вижу очень много людей, которые принимают это решение, они эмигрируют, но в процессе они понимают, что это было неправильное решение, им становится плохо, они скучают по дому, они также сталкиваются с непредвиденными проблемами. И на самом деле этот момент неизбежный, как бы хорошо вы ни готовились к миграции, однозначно будет огромное количество непредвиденных проблем, особенно в первый период жизни, когда вам нужно получить документы, когда вам нужно найти жилье, когда вам нужно найти первую работу. Это максимально стрессовый период времени. Вам это все нужно делать в новой стране, в новой культуре, в неизвестных условиях, на неродном языке часто. И все это добавляет огромного стресса. Даже если вы безумно хотели иммиграции, этот первый период все равно он очень-очень сложный. Практически для любого человека, для нас он в том числе был максимально стрессовым. Но при этом, опять же, я вижу и очень много людей, которые, в принципе, неплохо проходят этот первый период, потому что в первый период тебе всегда есть чем заняться. У тебя какое-то количество нерешенных дел, которые нужно делать здесь и сейчас. И, по сути, твое время занято 24/7, я не знаю, первый месяц, два, зависит от способа вашей миграции. Но да, первый период, он стрессовый, но он очень интенсивный. То есть весь вот этот вот стресс, все свое волнение вы выплескиваете в какие-то конкретные действия. Но при этом я вижу людей, которые, пройдя все это, уже более-менее обустроившись в эмиграции, только в этот момент впадают в депрессию. У них появляется свободное время, и они начинают ностальгировать, они начинают скучать по семье, они начинают обдумывать, насколько им нравится вообще общество, в котором они живут, насколько сходны их ценности и так далее. Поэтому мне хотелось бы рассказать свою историю, ну и дать какие-то общие наблюдения, которые я поняла практически за 10 лет эмиграции. И я надеюсь, что это, возможно, позволит кому-то сделать более взвешенное решение. Начну я с того, что в последнее время я стала замечать, что люди, которые лучше всего чувствуют себя в эмиграции, и я здесь скорее говорю даже не об успешности, которая меряется, я не знаю, деньгами, которые они зарабатывают, карьерой, которую они строят, хотя эти люди тоже часто в большинстве своем строят очень хорошие карьеры, но скорее это меряется их внутренним ощущением, насколько они довольны своей жизнью, насколько они оспаривают или не оспаривают свое решение эмигрировать, насколько они тоскуют по семье и так далее. И вот я вижу, что самые счастливые люди в эмиграции из вот моего личного окружения — это люди, которые чувствовали себя чужими дома. Это может быть по разным причинам. Наверное, самый яркий пример, который у меня есть прямо под боком, это мой муж Юра. Он вырос в Казахстане в 90-х годах после того, как развалился Советский Союз. И на этом канале есть криповые истории из Юриной жизни в Казахстане в тот момент. Кратко говоря, она просто не была безопасной. Именно из-за этого они были вынуждены в какой-то момент переехать в Россию. Но переехав в Россию, он понял, что несмотря на то, что он русский, он все равно не был там своим. Его булили за то, что он приехал из Казахстана, его называли чуркой, об этом тоже вы можете посмотреть в Юрином интервью. Но, по сути, с самого детства Юра вырос в обществе, которое его не принимало. Я помню, что когда мы встретились с ним в институте, Юра постоянно говорил о том, что он хочет уехать, и он не считал Россию своим домом. Подобные истории я слышала от своей подруги, которая наполовину армянка, и она говорила, что она
постоянно сталкивалась в Москве с расизмом из-за своей неславянской внешности. Также у меня есть подруга, которая переехала в какой-то момент в Россию из Узбекистана, из очень такого интеллигентного общества, узкого круга общения, из очень хорошей школы, в которой она училась в Узбекистане, в обычную смоленскую школу. И она тоже чувствовала себя там изгоем. И таких историй масса людей, которые с самого детства чувствовали, что их не считают здесь своими. Очень часто эти люди переезжают в Западную Европу или в Америку, туда, где толерантное общество, туда, где принимающее общество, и они впервые в жизни получают вот это некое принятие. Они понимают, что здесь общество относится к ним точно так же, как и всем остальным, а не как к каким-то отдельным изгоям. И если говорить обо мне, я родилась в Москве, и я была русской, то есть я не сталкивалась с такими проблемами. Но при этом я точно так же с самого детства чувствовала себя чужой. Скорее, я не связывала это с культурой, я скорее думала, что просто я какая-то странная и не совсем такая. И мне казалось, что, возможно, где угодно я бы чувствовала себя странной и неинтегрированной в общество. Я помню, с самого детства меня воспитывал мой старший кузин. У нас 7 лет разницы в возрасте, и я знаю, что он кринжует, когда я это говорю, но, по сути, он для меня был второй отцовской фигурой и такой классной отцовской фигурой. То есть он, с одной стороны, тоже был ребенком, и мне с ним было весело, в отличие от взрослых, а с другой стороны, я помню, мне было 5, ему было 12, и когда тебе 5, 12-летний подросток ощущается как супер взрослый человек, познавший всю жизнь. И поэтому он действительно меня очень сильно воспитывал. И я помню, что истории, которые он мне с самого детства рассказывал, вот как раз вот примерно в своем 12-летнем возрасте, он интересовался фильмами ужасов и всеми теми зверствами, которые человечество делает друг с другом. И я помню точно, что вот мне было 5 лет, ему было 12, он читал «Архипелаг ГУЛАГ» и рассказывал мне, как людям кусачками вырывали ногтевую пластину из пальца. Это принесло мне много бессонных ночей в моем детстве. Но я помню, что месседж, который мне транслировал мой брат, это то, что мир опасный, вокруг много плохих людей, которые могут пытаться меня обидеть, побить, оскорбить, все дела, и что я должна быть способна себя защищать. Поэтому с самого детства мой брат учил меня драться на палках, учил меня терпеть боль. Я представляю, какие сейчас картины у всех в голове. Мы действительно били друг друга палками, я помню, но мой брат, я думаю, очень сильно рассчитывал свои силы, когда он это делал. Я свои силы вообще не рассчитывала, я всегда дубасила его со всей дури. И мы оба тогда ходили в синяках и ссадинах, и я помню вот это вот мое детское восприятие, что, типа, синяк — это фигня. Вот пока не пошла кровь, это фигня вообще, это об этом даже думать не надо. Я помню, что это было забавно, когда я уже подросла немножко, пошла в школу, у меня появились подружки, и как у них глаза на лоб вылезали, когда я им рассказывала что-то подобное. Но да, мне кажется, что еще частично это связано с тем, что мой брат, возможно, хотел себе братика, вот, и воспитывал меня как братика. Наверное, во многом это заложило то, какой я себя чувствовала. Я с самого детства была довольно замкнутой, я относилась с недоверием к людям, я очень долго к ним присматривалась, я защищала свои границы довольно жестко с самого детства. И я помню, что, возможно, во многом благодаря этому меня никогда не буллили, меня считали диковатой. То есть я помню, что в каждый конкретный период времени у меня была 1-2 близких подруги, и больше я не общалась ни с кем. На тот момент мне казалось, что я несколько чужая в любом обществе. Так прошли мои школьные годы, но потом во время института я поехала на год учиться в Китай,
Опять же, я рассказывала довольно подробно об этом здесь на канале, в видео про то, как Китай изменил мою жизнь. И, во-первых, наверное, я уже в тот момент была более адаптирована к жизни в обществе. В тот момент я уже тусовалась в каких-то компаниях, мне легче было находить общий язык со сверстниками и прочее. Но попав в Китай, я увидела, насколько более разнообразным может быть мир по сравнению с тем, что я видела. И я поняла, что вот в этой интернациональной тусовке, где все разные, я чувствовала себя намного более своей, намного более дома, чем в России. Даже с учетом того, что я была русской в России. И это было довольно удивительно, потому что, с одной стороны, Китай был очень тяжелым для меня временем. Я тосковала по дому, я тосковала по семье, я тосковала по Юре. Мы год провели в отношениях на расстоянии. Это был, наверное, самый тяжелый экспириенс для меня вот в эмоциональном плане. Но при этом я поняла, что я чувствую себя намного лучше среди людей, которые не навязывают мне, как нужно жить, которые просто самим своим существованием и разнообразностью своих жизненных опытов, взглядов на мир и всего остального. Да, для контекста, я была на интернациональном кампусе в Китае, в самом интернациональном вузе, который назывался Пекинский университет языка и культуры. И я общалась с людьми со всего мира, то есть там были студенты из Африки, там были студенты из Северной Америки, из зажиточной Европы, из азиатских стран, абсолютно разных азиатских стран, Филиппины, Малайзия, Япония, Корея и так далее. И я не чувствовала себя там чужой, потому что все люди отличались друг от друга, и отличались разительно. И в тот момент я поняла, что, наверное, я хочу жить в каком-то таком обществе. Я поняла, опять же, в видео про Китай я рассказывала, что очень многие мои установки разбились вдребезги в Китае. Например, главная из них была в том, что везде все одинаково. То есть я все свое детство думала, что если я себя чувствую чужой в своей культуре, то я буду чувствовать себя чужой в любой культуре. А оказалось, что нет. Оказалось, что я могу чувствовать себя своей в интернациональной, в разнообразии культур. И, наверное, еще в Китае у меня зародилась мысль о том, что, возможно, я хочу просто смотреть мир. Возможно, даже я не хочу жить в каком-то определенном месте всю жизнь. То есть, возможно, я не хочу там, допустим, найти себе какое-то идеальное место для жизни и там жить. Возможно, я хочу просто иметь выбор, иметь огромное количество выбора, пожить здесь, пожить там, попробовать одно, попробовать второе и, возможно, всю жизнь выбирать место, которое мне нравится больше или меньше. Я помню, это все привело к тому, что я какое-то время даже не хотела возвращаться, но я знала, что мне нужно закончить универ, плюс мы подумывали с Юрой о том, чтобы жить в Китае, но, во-первых, это довольно сложная страна для иммиграции в плане того, что ты всегда там живешь по рабочей визе, то есть там невозможно получить постоянный вид на жительство даже. И я помню, что многие мои знакомые оставались там жить и работать, и вот по сути, если ты живешь в Китае как иностранец, то ты каждый год продлеваешь себе вид на жительство. Если ты теряешь работу, ты теряешь вид на жительство, а если ты выходишь на пенсию, то ты уезжаешь на родину. И единственный способ получить какой-то постоянный документ, это было выйти замуж или жениться на гражданине. И это однозначно был не наш вариант, потому что мы были с Юрой вдвоем. Ну и плюс, как бы, да, мы думали о том, что я там найду работу, Юра там не найдет работу, и поэтому, да, это был странный вариант для нас обоих. Поэтому, да, я вернулась обратно в Россию доучиться, мы начали жить с Юрой вместе, но с самого первого дня, как только я вернулась в Россию, мы говорили об эмиграции. И, как я уже говорила, Юра не чувствовал себя своим в России никогда. Он мне говорил об эмиграции с самого первого дня, как мы познакомились, еще до того, как я уехала в Китай. И я помню, что, во-первых, у меня были какие-то
романтические представления в голове о том, что я могу, возможно, что-то изменить в этой стране. С другой стороны, у меня было огромное количество страхов о том, кто нас там ждет, что мы будем там делать, как мы там устроимся. Мне было сложно представить, как мы устроимся в своей стране, как мы устроимся в чужой стране. Мне было страшно даже думать. После Китая у меня как-то сняло это. Я поняла, что я прожила год в Китае, пускай я была студентом, пускай мне платили стипендию, мне не нужно было думать, как себя прокормить, я могла себя прокормить на стипендию, но при этом я находила какие-то подработки дополнительные. Я жила там неплохо, я общалась с людьми, я чувствовала себя своей среди этих людей, и я думаю, что это сильно поубавило мои страхи. Я заканчивала универ, Юра только что закончил универ, мы начали работать. Мы начали что-то зарабатывать, причем я помню, что мы очень неплохо стали зарабатывать сразу после университета. Мне плюс еще доплачивали за знание китайского языка. И я помню, что где-то, наверное, через год после того, как мы оба закончили универ, мы зарабатывали, может быть, $5000 на двоих. Вот такого совокупного дохода. И да, Москва была дорогим городом в тот момент. Там, допустим, на аренду мы тратили больше $1000, я помню. Маленькой, крошечной квартирке, 33-метровой. Но да, после того, как у нас до этого никогда не водилось лишних денег, я помню, что это был какой-то такой эйфорический момент, когда мы поняли, мы можем путешествовать, куда нам захочется. Мы можем ни в чем себе не отказывать, я не знаю, не экономить на еде больше, покупать какие-то вещи, которые давно хотелось. Там Юра, допустим, хотел себе купить классный компьютер, которого у него никогда не было, и вот он купил этот компьютер. Или я помню, как он принес нам PlayStation 3 как-то домой, и мы прям длинными зимними вечерами сидели, играли с ним в Ни no Kuni первую и умилялись этой японской картинки и классной музыки от Джо Хисаиши. Да, я помню, что вот это был какой-то такой первый период, вот, наверное, где-то около года после окончания университета, когда мы думали о том, что мы хотим куда-то эмигрировать, но не активно. Оставили эти мысли на время и просто кайфовали, наслаждались жизнью. А потом случился 2014 год. И я помню самое мое первое воспоминание про 2014 год и про все, что было связано с войной в Украине, это то, что в марте 2014 года Россия оккупировала Крым. И примерно в это же время, мне кажется, вот то ли сразу после оккупации, то ли вот прям оккупация происходила, когда мы были в Европе. Мы поехали на 2 недели путешествовать в наш первый Евротур. Я была прям сумасшедше воодушевлена этой поездкой. Это был первый раз, когда мы ехали по 4 странам, перемещались на поездах и автобусах между ними. И я все это полностью сама планировала и чувствовала себя невероятно взрослой, самостоятельной. Все это мы делали на свои деньги. И я помню, что когда мы приехали в Европу, везде были эти новости про оккупацию Крыма, были какие-то журналы, на которых Путин был нарисован с этими сусиками и написано «Путин Гитлер». Все вокруг, с кем мы встречались, когда слышали, что мы русские, спрашивали у нас, как мы относимся к оккупации Крыма. И вот эта вот вся повестка европейская в тот момент, когда люди были просто в ужасе от того, что на их глазах происходила оккупация территории независимого государства, и мы очутились прямо в центре всего этого. Наши мысли в тот момент были примерно о том, что когда вообще российское государство думало о людях. То есть у меня как-то с самого детства была мысль о том, что государство, оно против людей. Оно делает все ради собственной выгоды, ради собственной наживы, ради каких-то своих собственных амбиций. И интересов людей в этом ноль. Единственное, что заставляет государство думать о людях, это наличие каких-то сдержек и противовесов, когда, там, допустим, разные партии конкурируют за голоса, когда их могут вынести на честных выборах и так далее. Но это все
очень слабо у меня ассоциировалось с Россией, то есть я видела это все в какой-то супер зачаточной стадии, и поэтому, когда, допустим, там рассказывали что-то про то, что в Крыму освобождают русских, ну, у меня даже мысли не было в это верить, но мы думали о том, что, окей, это очередные эти государственные амбиции по захвату каких-то военных баз, отъему территорий и так далее, и нам это все не нравилось, более того, мы думали, что это плохо скажется на самой России и на ее экономике, что, в принципе, и случилось, и нас это все бесило, наверное, изначально, нам это все не нравилось, но, наверное, вот эта вот европейская повестка, когда люди просто вокруг нас были в ужасе, добавила нам негативных мыслей по этому поводу. Потом, я помню, вот как раз, когда мы после этой поездки вернулись в Россию, еще более шокирующим было то, что мы видели вокруг себя. Во-первых, мы учились в техническом вузе, в государственном техническом вузе, который сейчас называется Национальный исследовательский ядерный университет. Он заточен на атомную энергетику, стратегические области, на технических специальностях у людей были формы допуска к государственной тайне и прочие вещи. Что я хочу сказать, то что это был университет, где довольно сильная была пропаганда интересов государства, патриотизма и прочих таких вещей. На нашем факультете меньше, потому что мы учились на гуманитарном факультете, но, в принципе, людям очень неплохо промывали мозги. И я помню, вот это как раз был всего год после того, как мы закончили университет, и мы возвращаемся домой, и я вижу все свои соцсети в каких-то лозунгах «Крым наш», и я вижу, что огромное количество людей испытывает по этому поводу просто какой-то неимоверный восторг. Особенно, я говорю, на контрасте того, что мы вот только что вот здесь видели в Европе, мне блевать хотелось, честно. Ну, то есть для меня это было чем-то ужасающим в моменте. И в тот момент я помню, что действительно очень резко сузился наш круг общения еще до того, как мы уехали из страны. Я просто заблокировала очень большое количество людей, которые писали такие вещи в соцсетях, и перестала с ними общаться. Второе, что случилось, это я помню, что практически сразу же вот весной 2014 года начали поговаривать о том, что сейчас упадет рубль довольно сильно, потому что против России будут введены санкции и так далее. И мы ждали этого падения рубля. Более того, я помню, что у нас был друг, у которого был какой-то знакомый, как-то связанный со властью. В общем, этот друг нам говорил о том, что в ближайшее время доллар будет стоить 70 рублей. Для контекста, в начале 2014 года доллар стоил где-то 30-35 рублей. Ну, то есть, по сути, это в 2 раза, а то и больше падение национальной валюты. И я помню, что когда он это все говорил, это ощущалось каким-то сюрреализмом. То есть мы понимали, что да, национальная валюта упадет из-за санкций, но чтобы она упала в 2 раза в стране, которая в десятке крупнейших мировых экономик, для меня это просто казалось какой-то сюрреальностью. Я не думала, что это может произойти. Причем я знаю, что, допустим, там взрослые люди, которые были взрослыми уже, когда случился дефолт 98-го года, или даже те, кто пережили падение Советского Союза в довольно сознательном возрасте, для них это было ничего особенного. Они привыкли к тому, что национальная валюта может обесцениваться только в путь. Но для меня, допустим, я помню дефолт 98-го года по комиксам Том и Джерри. Я помню эти журналы, и там в какой-то момент на последней странице этого журнала как раз были типа старая валюта, новая валюта. И я помню, что для меня дефолт 98-го года, для моего детского сознания, это был просто какой-то прикол, типа какое-то упражнение по математике о том, как пересчитывать старую валюту в новую. То есть я даже не задумывалась о том, что это какой-то экономический коллапс или что угодно. Для меня это был просто какой-то прикол, какая-то игра, где у тебя была одна валюта, а стала другая. Но в 2014 году я почувствовала это очень хорошо на себе. Причем я помню, что наступило лето 2014 года, и рубль немножко упал, но не так сильно. И я помню, что мы подрасслабились. Мы думали, что, ну, окей, типа, он не упадет в 2 раза. Ну, не может такого быть. Ну,
не работает так экономика больших стран. Но осенью 2014 года это постепенно начало происходить, и действительно к концу года рубль упал даже ниже. Я помню, в какой-то момент был рубль по 100 и так далее. И при этом я в тот момент работала в импорте. Импорт — это такая область, которая напрямую зависит от курса национальной валюты. Когда национальная валюта падает, импорт становится дороже. Когда национальная валюта падает в 2 раза, импорт становится в 2 раза дороже. Я помню, как я своими собственными глазами видела, как моя работа превращается из очень классной и интересной в какую-то абсолютную рутину, где у меня нету бюджетов вообще ни на что, где я просто чувствую себя роботом, который сидит и заказывает какие-то материалы из Китая просто по минимуму, чтобы компания могла функционировать. Ни о каком расширении, ни о каком росте даже речь не шла. Я помню вот этот микс из эмоций в конце 2014 года, отвращение к тому, что говорили люди вокруг, и к позиции большого количества людей, ощущение абсолютного сюрреализма от того, что кажется, что то, что должно быть каким-то стабильным и незыблемым, рушится на твоих глазах, и абсолютное непонимание, что мне дальше делать в карьерном плане, потому что моя работа превращается в тыкву в таких условиях. И я понимаю, что импорт никуда не ушел, как бы люди работали в импорте и в 16-м, и в 18-м, и 20-м годах, и продолжают до сих пор работать в импорте с Китаем. То есть все это нормализовалось, стабилизировалось, стало new normal, и все стало нормально. Но для меня в тот момент это было просто каким-то коллапсом всего. Я помню себя в конце 2014 года, мне хотелось уехать хоть куда. То есть был вариант с Китаем, в тот момент меня приглашали наши бизнес-партнеры в Китай, но мы знали, что у Юры там не будет работы, поэтому всерьез мы Китай рассматривали только как самый последний вариант. Мы рассматривали разные страны, мы думали про беженство, но мы понимали, что для беженства нужен какой-то хороший кейс. То есть, вот, допустим, я знаю, что там в 18-19 году из России уезжало довольно много людей, и из Беларуси, в том числе в 19-20 годах, потому что они участвовали в митингах, они участвовали в протестах, особенно те, кого забирали в СИЗО или кто проводил ночи в обезьяннике. У них очень хорошие были кейсы для беженства. У нас в тот момент государство еще так не жестило, и надо было что-то делать, надо было находить какое-то действительно хорошее основание для беженства. И я помню, что мы его в тот момент не особо видели. Мы на тот момент еще не стали вникать в иммиграцию в странах, в которых бальные системы, например, в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия и Канада. Там ты можешь иммигрировать, набирая баллы за счет своего образования, за счет того, что ты работаешь в какой-то важной профессии, за счет своего возраста и прочих критериев. То есть, по сути, не имея, допустим, работы, ты можешь туда эмигрировать. Но я помню, что, да, как бы, наверное, вот чуть-чуть попозже мы бы стали такие варианты рассматривать, но я помню, что я была в таком депрессивном, не совсем ресурсном состоянии, поэтому все это происходило медленно. И плюс, наверное, не было какой-то уверенности в себе, чтобы прям сесть и оценивать себя по всем этим критериям. Но я помню, что нам очень сильно повезло. Совершенно неожиданно от нас появилась возможность уехать в Литву. Юрина компания открывала там офис, они собирались открывать европейский офис, и Литва оказалась одной из самых легких стран по объемам инвестиций, которые требовались для того, чтобы открыть там компанию, перевести туда сотрудников, и по получению документов в том числе. И просто я помню, в конце 2014 года, как раз когда-то вот прям под Новый год, они написали сотрудникам о том, что вот они открывают литовский офис и могут перевести всех желающих. И я помню, я сижу на работе, мне приходит смс от Юры о том, что, типа, что ты думаешь по поводу переезда в Литву? И, мы постоянно разговаривали с ним об иммиграции, мы обсуждали разные страны, как бы это постоянно, такие разговоры были. И я думала, что это просто часть вот одного из таких разговоров, я такая, я за.
Я просто ответила ему «я за». Не задавая никаких вопросов, не уточняя, что такое. Мне кажется, я была увлечена работой. И вечером я прихожу домой, и Юра такой: ну окей, типа мы едем в Литву. Я такая: в смысле? Он говорит: ну вот мне на работе предложили поехать в Литву, в новый офис. Ты согласна? Я сегодня с ними поговорил, сказал, что я согласен. И да, мы переезжаем. Я такая: вау, офигеть. И я помню, что моя реакция была такая же: блин, офигенно, мы едем в Литву, супер. Я всегда такой человек по жизни, когда мне приходит какая-то безумная идея в голову, или не мне, или какому-то человеку рядом со мной, я соглашаюсь с огромным энтузиазмом, ну, если мне нравится эта идея. Вот эти все эмоции, типа сомнения, тревожность и прочее, меня догоняют с каким-то опозданием. То есть я сначала соглашаюсь и начинаю делать, а потом там через несколько дней или через несколько недель я начинаю переживать. И я помню, с эмиграцией в Литву было примерно так же. То есть мы согласились, и я была безумно рада. Я никогда не оспаривала это решение. То есть нам действительно хотелось уехать хоть куда, хоть на каких условиях, а здесь были очень хорошие условия. То есть Юре предлагали релокацию, полную релокацию, ему предлагали хорошую для Литвы зарплату, у него была с первого дня работа и прочее. То есть, как бы, наверное, о лучшем нам и не приходилось мечтать в тот момент. Но о Литве как о стране мы знали крайне мало. Мы никогда в жизни там не были. Как бы я знала, что эта страна была частью Советского Союза, и с 91 года она независимая. Но, наверное, это все, что я знала о Литве. На этом мои познания заканчивались. Я помню, что мы даже смотрели на карте в какой-то момент, где Латвия, где Литва. То есть настолько мы ничего не знали о Литве. Но да, мы согласились, и я помню, что потом начались новогодние праздники, они в России длинные, это где-то 10 дней выходных бесперерывных. И мы ушли на эти новогодние праздники, поехали навестить Юриных родителей. И в тот момент мы еще не знали, когда мы переезжаем. То есть вроде как мы согласились, условия какие-то мы обсудили, но когда конкретно это случится, мы не знали. И я помню, что потом мы выходим с этих праздников новогодних, мы идем первую неделю на работу, и потом как-то вечером Юра приходит и говорит: я через неделю, что ли, или через полторы уезжаю в Литву. Я такая: что? Так быстро? Он такой: ну да, там будет какая-то конференция, вот я поеду на эту конференцию и как раз переезжаю. Я такая: блин, я еще на работе на своей не говорила, а как мы будем вещи перевозить? А нам нужно уведомить своих хозяев квартиры о том, что мы уезжаем, и прочее, прочее. В общем, получилось так, что Юра действительно уехал через полторы недели на свою конференцию, уехал с концами. Я осталась еще на месяц, чтобы как раз по-человечески уйти с работы. Я собиралась увольняться, но они разрешили мне остаться на удаленке, поэтому это решило еще какую-то дополнительную проблему. У нас было больше денег, я помню, когда мы переезжали, из-за того, что у меня оставалась работа. Я начала поискивать новую работу параллельно. Еще будучи в Москве, я уведомила хозяев, я занималась квартирой. Я помню, что из-за того, что мы уезжали раньше, чем у нас заканчивался договор, я пообещала хозяевам, что я попробую им кого-то найти. Я действительно им нашла нового жильца. Это была моя подруга из лицея, которой очень нравилась наша квартира, и она вот в нее вселилась как раз после нас. Я заказывала перевозку вещей, а Юра в этот момент снимал нам квартиру в Литве. И я помню, что вот сам вот этот даже подготовительный период, он был безумно страшным, потому что мы первый раз уезжали практически в никуда, в место, которого мы не знали. Но это было настолько синхронизировано с тем, что мы хотели делать. Это был период большой неопределенности, большого страха. Во-первых, контролируемой неопределенности, потому что работы у нас все-таки были. А во-вторых, это был период огромных надежд. Нам казалось, что мы едем в Европу, мы едем в то общество, которое более синхронизировано с нашим видением мира, с нашим восприятием, с нашими ценностями. Я помню, что это было время огромных надежд. И я помню, у Юры есть такая особенность, я о ней на тот момент еще не знала. Сейчас я уже знаю об этом и отношусь к этому со скепсисом.
Но в тот момент я не знала. Я помню первые дни, когда Юра приехал в Литву. Это был январь. Было слякотно, промозгло, серо. И на самом деле Вильнюс зимой – это довольно депрессивный город. Вильнюс очень красивый, очень зеленый летом, но зимой он выглядит, ну, так себе. Плюс, когда ты едешь из аэропорта в центр города, ты проезжаешь через эти советские кварталы, и я помню, что Юре они напоминали Воронеж. В Воронеже у Юри были не самые лучшие воспоминания. Вот этот вот симпатичный европейский Вильнюс, он немножко в стороне, то есть до него нужно дойти. И я помню вот эти вот первые дни, когда Юра был в Вильнюсе, он, во-первых, был занят еще на конференции, и у него не было времени хорошенько посмотреть город. Во-вторых, вот он постоянно ездил через вот эти вот советские районы, и я помню первые несколько дней Юра постоянно мне писал: блин, тут так серо, тут так некрасиво, тут эти советские здания, это похоже на Воронеж. И я чувствовала, что ему не нравится, что его многое не нравится. И я помню, что мне было настолько страшно, я пыталась его поддерживать с одной стороны, а с другой стороны мне было настолько страшно, что вот он сейчас мне скажет, что нет, я не хочу здесь жить, я возвращаюсь обратно. Но, к счастью, этого не случилось. К счастью, прошло несколько дней, у Юры закончилась конференция, он познакомился со своим будущим бухгалтером, тот помогал ему найти квартиру, повозил его по городу, повозил его по красивым местам, и Юра более-менее успокоился и написал мне, что нет, хорошее место, мне нравится Вильнюс, будем здесь жить, все нормально. И я помню, что у меня прям отлегло. Я действительно до этого безумно боялась того, что вот сейчас мой муж передумает, и мы не будем никуда эмигрировать. Вот. А потом я помню, да, я приехала в конце февраля 2015 года, я приехала сама в Вильнюс, и я довольно подробно рассказывала об этом периоде, когда я говорила о том, как я искала свою работу аналитика, и искала я свою первую работу там довольно долго, около полугода. Я оставлю здесь ссылочку на это видео. Но то, что я могу сказать по поводу иммиграции, практически с первого дня, когда мы приехали в Вильнюс, то, что я чувствовала, это то, что мне, наверное, стало просто легче дышать. Я чувствовала, что я уехала из места, где весь вот этот 2014 год я чувствовала себя перманентно не на своем месте, не в своей тарелке, не в своем обществе, среди людей, которых я не понимаю, среди людей, которые говорят вещи, которые вызывают у меня отвращение. И вот когда ты находишься в таком состоянии, ты еще дополнительно начинаешь видеть больше проблем, на которые ты до этого не обращал внимания. А здесь я переехала в Литву, и я чувствовала, что я из этого вырвалась. И сама вот эта мысль мне придавала какой-то, я не знаю, легкости, какое-то ощущение, что бы там ни было, какие бы проблемы мы ни сталкивались, мы все это решим. Просто потому, что мы теперь на своем месте. С одной стороны, это, наверное, склонность моего характера. Я испытываю эйфорию, когда происходят какие-то перемены. Я очень люблю перемены. И даже когда происходят перемены к худшему, но я знаю, что я лично могу сделать, чтобы что-то изменить, чтобы повлиять на эту ситуацию, для меня это суперресурсное состояние. И, наверное, первые месяцы в Литве я чувствовала примерно это. Я чувствовала, что я строю свою жизнь, что я сделала этот выбор. Ну, не я, мы вместе с Юрой сделали этот выбор, что мы не плывем по течению, что мы контролируем наконец-то что-то в своей жизни. И все эти трудности, которыми мы сталкиваемся, все эти проблемы, все эти документы, незнакомый язык, незнакомая культура и прочее, это то, что мы сами для себя выбрали. И это то, с чем мы рады справляться в данный момент. Потому что тоже часто то, что я слышу от людей, особенно от тех, которые вынужденные иммигранты, это то, что им кажется, что их выперли из своей страны. Им кажется, что они жили в месте, которое им нравилось и так далее, но потом случились какие-то обстоятельства, какие-то политические решения, которые сделали их жизнь там невозможной, будучи там риск попасть в тюрьму, или риск попасть на войну, или, я не знаю, риск, что тебя будут бить на улице, если там говорить об ЛГБТ и прочее.
И им кажется, что они жили в обществе, в хорошем обществе среди своих родных и близких, а их вытолкнули из этого общества. У нас не было такого ощущения. У нас было ощущение, что мы сами выбрали общество, в котором мы хотим жить. Мы сами не хотели жить в том обществе, и мы сделали осознанное решение, уехали оттуда. И мне кажется, что вот это ощущение, что ты сам делаешь свой выбор, не потому что тебя заставили, а потому что ты так захотел, оно придает очень много уверенности, в том числе в эмиграции. И дальше, опять же, я рассказывала в этом видео про первую работу в Литве. После первых месяцев, наверное, у меня сильно уменьшилось энтузиазма, потому что с поиском первой работы у меня были большие проблемы. И я поняла, что мне нужно учить язык, чтобы найти первую работу, что английского не хватает. И меня не отрывают с руками и ногами здесь все компании, как я думала, что я там с легкостью найду за первый там месяц работу, потому что так было в Москве. Я помню, что я так довольно больно ударилась своими завышенными ожиданиями о жесткую реальность того, что такое быть иммигрантом с недостаточным количеством релевантного опыта работы в новой стране. Но я помню даже в самые вот такие тяжелые депрессивные моменты, это, наверное, было лето 2015 года, когда я так конкретно отчаялась быстро найти себе работу и вообще, в принципе, найти себе в ближайшее время какую-то достойную работу. Даже в те моменты я помню, что у меня ни разу не возникало мысли о том, чтобы уехать обратно. Для меня всегда, наверное, самым плохим катастрофическим сценарием был сценарий, где я возвращаюсь на родину. И у меня было ощущение, что я сделаю все от себя возможное, чтобы этого не допустить. Я не говорю, что только люди, которые думают и чувствуют так, чувствуют себя неплохо в эмиграции. Я вижу вокруг себя немало людей, которые говорят, что они не собирались никуда эмигрировать, им было неплохо дома и так далее, но они и неплохо себя нашли в эмиграции, и они рады, что они переехали, и они со временем открывали новые возможности, которые для вас открывает эмиграция. И это действительно так. В эмиграции действительно люди меняются очень сильно, люди адаптируются, те люди, которые хотят адаптироваться. Они меняются, они адаптируются, с этим возникают и дополнительные возможности, которые они не видели для себя ранее и так далее. Но в основном это люди, которые открытые к новому опыту, которые не очень привязаны к конкретному месту, а воспринимают иммиграцию как интересное приключение. И, может быть, даже они не с самого начала думают, что они эмигрируют на всю жизнь. Они, возможно, сначала думают, что они поедут, поживут там какое-то время, подумают, нравится им или нет, возможно, вернутся и так далее. Но все-таки это люди, которые ощущают это как приключение. И, наверное, это действительно важная вещь в эмиграции. Я понимаю, что бывают сложные периоды, бывают, там, когда ты сидишь в депрессии без работы, сложно воспринимать жизнь как приключение. Ты понимаешь, что это просто жопа какая-то, а не приключение. Но то, что я хочу, наверное, сказать этим всем, это то, что если вы чувствуете очень большую привязанность к своей родине, и если вы чувствуете, что иммиграция для вас вынуждена, что это не ваше решение, а вас заставляют сейчас эмигрировать, подумайте еще раз. Подумайте, возможно, вы сможете найти для себя какие-то причины эмигрировать, кроме того, что вас вынудили на это обстоятельство. Возможно, вы сможете найти для себя что-то позитивное. И в этой позиции вам будет намного легче эмигрировать. А возможно, вы просто поймете для себя, что вы не хотите никуда уезжать. Вам хорошо там, где вы есть. Возможно, вам не супер хорошо, но, возможно, вам там лучше, чем будет где бы то ни было. На этом я, наверное, закончу. Была рада поделиться с вами своей собственной историей. Пишите, что вы думаете.
Делитесь своими историями, задавайте вопросы, ставьте лайки, если вам нравится, ставьте дизлайки, если вам не нравится. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока.